Сейчас вы смотрите на самые трендовые ботинки этого сезона. И это Уги, но полное название которых Tasman Weather Hybrid. И скоро они будут на ногах почти у всех. Но под всеми, наверное, стоит понимать только женскую половину, потому что мужчины, почему-то такое носить брезгуют, хотя очень зря. Они выглядят нестандартно, свежо, необычно, и многочисленные мужские луки прямое тому подтверждение. Но, тем не менее, Уги сейчас переживают бурный ренессанс, а вот эти тасманы его возглавляют, потому что это нечто абсолютно новое и необычное. И пока тема горит, я вам про них расскажу и даже в разрезе посмотрим. Размеры, материалы и даже технологии в Угах-то, это мы все в ролике и обсудим. Но вот правда есть один нюанс, потому что размера моего, к сожалению, не было. Пришлось купить и не свой, и я взял их своей девушке, вот поэтому про опыт использования она непосредственно чуть попозже и расскажет. Ну а я давайте расскажу вам пока про детальки. За все свое время существования люди так особо и не смогли договориться между собой, а к чему же относить Уги? То ли к ботинкам, то ли к валенкам, то ли к калошам или даже галошам. Поэтому они заняли свой подкласс и стали просто называться Угами. Но вот именно тасманы я бы больше поставил между кроссовками и мюлями. Потому что верх здесь цельный, без шнуровки, а подошва это большой и толстый слой пены, а не резины, как некоторые наверняка могли подумать. И потенциально это еще должны быть и очень удобные боты, особенно зимой. И на оранжевой версии все детали максимально читаемые, и лично мне из всех расцветок такие зашли больше всех. Хотя, если вам такое не особо, то есть само собой full черные, темно-зеленые и со светлой подошвой. И наверняка появятся еще какие-нибудь Electric Blue, например. Но самое важное здесь на зиму это толстенный слой пены, которая вроде как и Эва, но с примесью всяких эко-штук типа сахарного тростника. Любителям защиты природы такое может быть и важно, но по факту получаем просто много мягкой пены. Хотя, если проходиться по ней дюрометром, результаты вас вряд ли удивят. Тут все среднячково. Но из-за того, что самой пены, как видите, здесь прям очень много, на деле она должна вроде как работать, но мы об этом чуть попозже поговорим. Еще из особенностей здесь отдельная пластиковая вставка на заднике для большего стаба и протектор, сделанный по всем современным модам. Подошва прикрыта не вся, а только в местах наибольшей нагрузки. Там поставили резину под названием Spider Rubber, фишка которой это максимальное сцепление на скользких поверхностях, типа плитки, металлических решеток и вот этого вот всего. Но про стопроцентную защиту от льда забудьте. Тут история про другое, потому что ни шипов, ни абразивов здесь нет. И что наверняка очень важно для многих, это то, что Уги, вот эти конкретно, заявляются как полностью влагозащитные. То есть не просто там они вас будут защищать, я не знаю, там от снега растаявшего либо от дождя. Нет, их можно полноценно погружать в лужу, и они эти нагрузки выдержат. Вот, кстати, ребята из China Fairy Tail у себя на канале снимали полноценный тест. Они опускали и паль, и оригинал в воду. И оригинал все эти нагрузки спокойно выдержал. И помимо этого они еще и ботинки там разрезали. Короче, дополнительную информацию можете посмотреть в том ролике. Ну и само собой, эти Уги я тоже заказывал у них. Ну а если вы еще не знаете China Fairy Tail, это самый надежный посредник по заказам с Poizon. И через этих парней вы можете заказывать любую одежду, обувь, либо аксессуары, которые найдете на этой китайской площадке. Я заказываю через парней уже практически год, возят безотказно, подписчики тоже заказывают у них часто и много. Так что смелейше рекомендую. И как я уже говорил, China Fairy Tail теперь доставляет заказы всего за 15-20 дней. И возвраты делают, если вдруг какой косяк с посылкой. А еще помимо этого ребята решили устроить для вас новогодний розыгрыш. Призовой фонд какой-то дикий, аж 300 тысяч рублей. А победителей будет 235, то есть шансы выиграть ого-го какие есть. Поэтому ссылочки на ребят я оставлю в описании. Закупаемся и участвуем в розыгрыше. Ну а мы возвращаемся к нашим Угам. Чуть выше подошвы нас встречает все еще пена, но как бы рантом в обхват ботинка. Ровно в тех местах, куда чаще всего любит прилетать грязь. А основой для верха здесь является замша, не сказать, что супер качественная, она прям грубая, переливы есть, но не особо заметные. Просто типичный спилок, не более того. Из деталей здесь еще теснение уг, наружный шов спереди, как одна из фишек, и утяжка сзади. Она здесь больше не как фиксатор, а чтобы вам внутрь не задувало, либо влага не попадала. Альтернативой шнуркам я бы такое дело не назвал. Ну а внутри, конечно же, тонна меха. У бренда он называется тоже по-особому, Уг Plush. Простирается этот мех вдоль всей внутрянки, прям до носка.
включая и стельку, само собой. Из-за этого она гораздо толще традиционных, что автоматически делает такие уги маломерками, но в остальном стелька вроде как неплохая. По замерам получаем здесь 27 сантиметров, но это при размерах самих тасманов US 9 и Евро 42. Это, кстати, типичные сайзы, которые Алина себе выбирает. Но вот о том, как они сидят и ощущаются при таких размерах, и почему в мытищах все на вас будут смотреть в таких угах, как на инопланетянина, она вам сейчас и расскажет. Так, и здесь будет какой-нибудь хитрожопый переход. Привет, я тот самый человек, который носит уги, и вполне этим довольна. Мне Иван сказал пару тезисов накидать о моих впечатлениях о ношении уг, и, пожалуй, первое, с чего бы я хотела начать, это удобство. Уги, разумеется, далеки от комфорта тех же самых излюбленных автором этого канала New Balance, но вполне себе неплохо отрабатывают как обувь для ежедневной носки. Я бы назвала их валенками на максималках. В целом, ощущение от ходьбы в угах в первые дни у меня было достаточно двоякое. То есть у меня приседала пятка по сравнению с носком, и я думала вообще, в чем причина. Причина в их стельке. Она слишком мягкая, слишком пушистая, поэтому решение простое — заменить эту пушистую стельку на ортопедическую, что я и сделаю. И, кстати, по стельке есть еще один жирный такой нюанс. Она, имеет одну такую классную особенность. Чтобы уги носить с комфортом, она должна притоптаться, потому что когда я только получила их и примерила в первый раз, они оказались мне, на полразмера малы. И все из-за этой, опять-таки, пушистой стельки. Мне автор канала, Сергей, предложил, а давай-ка мы вытащим стельку и заменим ее на стельку от New Balance. Мы вставили стельку от New Balance, и вуаля, уги оказались тютелька в тютельку как раз. Так что, Иван, то, что они все-таки маломерят, я тут не соглашусь. Берите свой размер, US или как там у тебя? EU. Вот, берите свой размер и не прогадаете. Что касательно стельки, закончу. Буквально нужно 2-3 дня, чтобы она притопталась, вот этот вот мех пушистый, и они станут вам как раз, либо прям сразу же меняйте на ортопедическую. Со стелькой разобрались, теперь переходим к температурному режиму. По моему скромному мнению, вот такая низкая версия будет выдерживать температуру до минус 10. Высокая версия, я думаю, чуть побольше, минус 15, минус 20 вполне осилит. И последнее, про что хотелось бы рассказать, это про их внешний вид. Они привлекают чертовски много внимания. В мытищах так тем более, когда я иду по улице, люди смотрят буквально, через одного на них. И кто-то смотрит с интересом, но большинство с такими, с презрением. Я уж вот так и жду, когда мне предъявят за шмот. И автор канала вначале сказал, что эти уги станут повальным трендом. Я надеюсь, вот с такой версией, с таким обворожительным оранжевым калошем, их я не встречу, по крайней мере, таких коротких. Я полазила по сайтам, вроде их в России пока еще нигде нет, и, надеюсь, не будет. Короче, пожалуйста, не покупайте эти уги, они дерьмовые, и не ходите в них. Я хочу в них ходить одна. Ну а если без шуток, такие уги, вот именно такие, как я держу в руках, будут отличным дополнением к базовому гардеробу, чтобы его разнообразить. Например, за 20 тысяч рублей, сомнительно, я бы, наверное, взяла лучше какие-нибудь хоки, да, Иван? Решать в любом случае вам, а я буду с радостью щеголять в них по мытищам и ловить на себе презрительно заинтересованные взгляды. Так что отличные уги получились у угов на этот раз, я считаю. Выглядят прикольно? Да. Привлекают внимание? Да. Актуальные? Пока да. Зашквариться, во всяком случае, не успели. Удобные? Поверим Алине, я думаю, вполне себе для вот такого вот форм-фактора. Но вот готовы ли вы за такую штуку отдавать, друзья, около 20 штук? Вот это вопрос большой, потому что, я думаю, история знает огромное количество примеров, когда люди платили за охренительный, будем считать это охренительным внешним видом, за классный дизайн, но при этом удобства в обуви как такового не было. Здесь оно хоть какое-то есть, давайте на этом и остановимся. Поэтому оценку я лично от себя не буду ставить, потому что лично я их не носил. Но в остальном получилась действительно классная, привлекательная и уникальная штука. А на сегодняшний день это большая редкость.
Так что, друзья, вот такой ролик получился нестандартный, я знаю, но если вас вдруг привлекает вот такое женское участие, то что, поддержите видос лайком и подписывайтесь обязательно. И на канал, и на мою телегу. Добавить мне больше нечего, ждите в будущем еще больше обзоров на вот такие необычные штуки. Но в этом году, скорее всего, таких необычайностей и необычностей больше не будет. У меня на этом точно все, и всем покеда. Какое стрёмное привет. Привет! Привет, пацаны! Я бы их с удовольствием взяла, а я их уже взяла. Спокойно, сейчас домой придем, Хорошо. так что расслабоне. Все аккумуляторы на меня потратишь. Ставь заряжаться пока другие. Мы тут, блядь, до завтра.